Раки, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Если вы сейчас думаете, что май у вас будет тихий, домашний, в пледе и с чаем, то вы глубоко ошибаетесь. Май будет очень громким, социальным, будет очень много встреч, звонков, переписок, коллективных движений. Вы будете на расхват. Делитесь, мои дорогие раки, как у вас прошел апрель, потому что у многих были перемены в жизни. Уран 26 апреля 2026 года перешел в новый знак, в знак Близнецы на ближайшие 7 лет. Просто тихо, ни апрель, ни май не могут проходить, поэтому делитесь, какие перемены были у вас. Увольнение, новая работа, открытие бизнеса. Может, вы начинали блог, соцсети вести. Рассказывайте в комментариях. Итак, в мае вам будут писать, вас будут звать на какие-то мероприятия, встречи, с вами захотят дружить, сотрудничать, может быть, приглашение в совместные поездки. Вы сами этого захотите, потому что после такой, можно сказать, затяжной зимы и внутренней усталости вам наконец-то захочется выйти к людям, захочется праздника, почувствовать, что жизнь — это не только обязанности, но и удовольствие. В мае состоится какое-то коллективное мероприятие, поездка, где вы встретите человека, которого будете искренне рады видеть. Возможно, это старый друг, кто-то из прошлого вдруг появится в вашей жизни и напомнит о себе. Эта встреча согреет вас и даст вам ощущение, что не только близкие, но и вообще сами обстоятельства встают на вашу сторону. Все, что будет происходить в мае, все это внешнее движение, мишура из встреч, чатов, планов, она будет немного прикрывать то, что творится у вас внутри. Потому что май начнется с полнолуния в Скорпионе, в вашем 5-м доме гороскопа, доме радости, творчества, любви, праздника и всего, что зажигает в вас огонь. И это полнолуние вытащит наружу тоску, которую вы, возможно, заедали, глушили делами, работой, заботой о других. Вы поймете что вы убегаете от себя, что у вас много дел было, что много общения, бегали по каким-то делам, организовывали, но чувствовали вы на самом деле радость, счастье. Может, вы для кого-то это делаете, а о себе забываете. Где ваш личный праздник, где ваша радость, не привязанная к тому, довольны ли вами окружающие. И тут начинается самое интересное, потому что май не просто месяц социальной активности, а месяц, когда у вас внутри запускается процесс освобождения, потому что планета Уран, источник революционных обновлений, в этом месяце встретится с Солнцем и Меркурием, будет соединение, это их первая встреча в новом знаке, в 12-м доме гороскопа, который отвечает за страхи, за тайную боль, за какие-то болезненные привязки и все, что вы прячете даже от себя. Для каждого из вас этот путь найдет свое отражение через события, для кого-то проиграется через решение финансового, имущественного вопроса, который висел годами, у кого-то через неожиданное известие, которое снимет груз с плеч, через понимание, что вы больше не хотите бояться и готовы действовать иначе, а для кого-то из вас, раки, будет завершение большой главы вашей жизни, большого отрезка. По нашей с вами традиции, для того, чтобы гороскоп проигрался в плюс и май принес вам только счастливые события и изобилие финансовое в вашу жизнь, пишите в комментариях: во благо мне и моей семье принимаю изобилие. 1 мая происходит полнолуние в Скорпионе в вашем 5-м доме гороскопа. Полнолуние замыкает тему с финансами, детьми и личной жизнью. Большинство из вас, раки, проиграется через ребенка. Вы получите новость или окажетесь в ситуации, связанной с вашим ребенком, которая заставит вас действовать. Может быть результат анализа, вызов к директору, информация о беременности, если вы это планировали, или необходимость срочно решать какие-то вопросы с учебой и финансами, которые завязаны на ребенка. Выплачивать там что-то, оплатить новые кружки, школу, еще что-то. Новость придет внезапно, эмоции будут сильные, но для вас это разрешится благополучно, потому что Скорпион стоит в благоприятном аспекте к вашему знаку. Если у вас детей нет, то полнолуние может проиграться через романтические отношения. Всплывет какая-то правда, которую вы скрывали или скрывали от вас. Может быть, вы узнаете, что в этих отношениях вы не одна или не один, что там любовный треугольник. Разговор будет напряженный, но он поставит точку. Или вы расстаетесь, или переходите на новый уровень отношений. Новый уровень — это значит предложение, решение завести ребенка совместно, совместное решение о будущем, об отпуске, отдыхе вместе, какие-то важные шаги.
Для кого-то из вас это закроет тему бизнеса, творческого проекта, вы получите финальный расчет, закроете долг, оплатите налоги, получите страховую выплату или поймете, что проект себя исчерпал и пора его завершать. Полнолуние будет действовать около 2 недель, и вся эта тема будет разворачиваться. У кого-то это интимная жизнь, личные отношения, для кого-то важные события в жизни ребенка, а для кого-то это бизнес, творчество, личный проект, блог. Может, наконец-то вы решитесь запустить блог, поставите точку, запустите Инстаграм, Ютуб, начнете на этом зарабатывать, монетизировать свой контент. Если у вас взрослые дети, тогда новости и события будут очень важны в их жизни, и это может коснуться вас также. 3 мая Меркурий переходит в знак Телец в ваш 11-й дом гороскопа. Сектор друзей, коллективных дел– это вообще знак, который отвечает за деньги, имущество, комфорт и все материальное. 11-й дом– это ваши друзья, единомышленники, коллеги, группы по интересам, любые коллективные дела, любая коллективная активность. Когда эти две энергии соединяются, у вас начинается период, когда вы обсуждаете с окружением деньги, какие-то общие траты, материальную выгоду, проекты. У вас складывается ситуация, когда 3 мая, в ближайшие дни после него, вы получите сообщение или звонок от друга из общего чата какого-то или от коллеги, где будет обсуждаться конкретная сумма. К примеру, вас зовут на мероприятие, на свадьбу, на день рождения, говорят, там, скидываемся по столько-то, столько-то. Или предлагают совместную покупку чего-то крупного, билетов на концерт, бронирование дома для отдыха, заказ на какую-то компанию. Меркурий в Тельце – это разговор с цифрами. Вы будете считать, переводить деньги, договариваться, кто сколько платит. Еще может быть информация о том, что кто-то из вашего окружения нашел выгодное предложение, акцию, скидку и делится этим с вами. Узнаете, где можно купить что-то подешевле, как сэкономить на общей поездке или где взять вещь по хорошей цене. И вы реально этим воспользуетесь, потому что Телец не любит упускать выгоду. На работе тоже могут быть траты, к примеру, у вашего начальника, директора, юбилей, и вы должны покупать подарок, организовывать корпоратив, общий стол, закупать что-то в офис. Вас поставят в известность о какой-то сумме, и вы или соглашаетесь участвовать, или найдете способ отказаться, сохранив деньги. Если у вас есть своя компания друзей или вы состоите в каком-то сообществе, в какой-то группе, то именно сейчас начнете обсуждать общий бюджет на ближайшие события. На поездку на природу, день рождения, встреча выпускников. Все будет упираться в финансовую сторону. Вы будете активно участвовать в этих расчетах, потому что Меркурий в 11 доме делает вас главным коммуникатором в группе. Еще 11-й дом может дать поступление денег через друзей или коллектив. Вам могут вернуть долг, о котором вы уже забыли, или кто-то из окружения предложит вам подработку, разовый заработок, возможно, дополнительный какой-то доход через общих знакомых. 3 мая и вблизи этой даты вы будете обсуждать с друзьями или коллегами финансовую тему, какие-то суммы на общие цели. Все, о чем вы будете говорить в эти дни, будет иметь материальную подоплеку, поэтому не игнорируйте эти разговоры, в них может быть ваша выгода или экономия. 5 мая, один из самых напряженных дней месяца, для вас, раки, он бьет в две самые важные точки. Ваш 10-й дом карьеры и статуса и ваш 1-й дом лично вас, ваше тело и вашу инициативу. Марс в Овне – это давление сверху, начальник, авторитетная фигура, родитель или любой, кто имеет над вами власть, может госструктуры какие-то. Вот этот день он включит режим прессинга, от вас потребуется результат, скорость, подчинение, может что-то от вас это будет требовать, да, срочно нужно что-то подать, подписать, сделать. А Юпитер в раке в вашем 1-м доме гороскопа – это ваше раздутое чувство собственной правоты и желание защитить свои границы. Внутри вы будете кипеть, что вы не обязаны это терпеть, что вы сами знаете, как лучше. Вот это и будет конфликт двух сторон. Будет складываться ситуация, когда вы окажетесь в прямом столкновении с тем, кто выше по должности, по статусу, старше по возрасту. И это будет не просто разговор на повышенных тонах, а момент, когда вы или взорветесь и скажете то, о чем потом пожалеете, или проглотите обиду, но внутри останется осадок на неделю вперед. Юпитер в вашем знаке – это ваша защита, ваш ангел-хранитель, но в квадрате с Марсом он работает как увеличительное стекло. Вам будет казаться,
не знаю, или вы будете казаться себе больше, чем вы есть на самом деле в этой ситуации, да, вам покажется, что вы все можете, что вы правы на 100%, что вы сейчас встанете и всех победите, но Марс во 10-м доме– это чужая территория, там прав тот, у кого больше власти. Если вы пойдете в открытый конфликт, вы проиграете, не потому что вы слабый, а потому что в этот день звезды не на вашей стороне в битве с начальством или с кем-то вышестоящим, будьте осторожны. Вам могут предъявить какую-то претензию, возможно, по деньгам. Еще Юпитер в раке в 1-м доме– это ваша самооценка. А Телец в 11-м доме все еще держит тему коллективных финансов. Вам могут сказать, что вы не вписались в бюджет, не уложились в сроки, не оправдали желания, ожидания. Вас могут подставить перед фактом, делай вот так и точка. Вот тут главная ловушка дня, потому что Марс в Овне будет провоцировать на резкий ответ. Но мой вам совет: 5 мая, вблизи этой даты, лучше промолчите, кивайте, соглашайтесь внешне, потому что через пару дней ситуация сама развернется в вашу пользу, и вы поймете, что не зря вы сдержались. Еще один момент: квадрат Марс-Юпитер может давать какие-то аварийные ситуации, не только на дороге, но и в социальном смысле. В этот день вы можете спотыкнуться на ровном месте, удариться, порезаться, обжечься, получить травму из-за спешки. Будьте внимательны, осторожны, когда вы идете, готовите, когда ведете машину. Не делайте резких движений, особенно берегите голову и лицо. Нужно быть более осторожными, да. Если вы сами себе начальник или работаете на себя, то ситуация тут будет разворачиваться по-другому. Вы будете давить на подчиненных или партнеров, и ваше давление вызовет бунт. Кто-то из команды встанет в позу и скажет: я так работать не буду. Не давите в ответ. Любые силовые решения приведут к обратному результату. Дайте себе время, дайте себе пару дней, все утихнет, все повернется в вашу пользу. 5 мая вы можете почувствовать прилив злости и желание дать отпор. Сдержитесь. Это не день для битв, он для того, чтобы вы увидели, где у вас слабое место в отношениях с начальством или системой. Промолчите, через пару дней вы получите козыри в руки. Вступите в конфликт, пожалеете. Еще будьте аккуратны физически, никакой спешки и резких движений. Главная победа 5 мая – это сохраненные нервы. Переждите. Ничего страшного, не давите, не манипулируйте и не ведитесь на манипуляции, если вас кто-то будет выводить, а вас будут выводить. 14 мая Солнце в Тельце будет соединяться с Меркурием в вашем 11-м доме гороскопа. Итак, день, когда вам на карту, в кошелек или в руки приходят деньги от коллектива или от вашей аудитории, если работаете в интернете. Может быть, вы узнаете точную сумму, которую вы получите от друзей, к примеру, или подарок какой-то, если у вас день рождения, какой-то праздник. Узнаете сумму, которую вы получите от группы людей или через общее дело. Это не зарплата в привычном смысле, а деньги, которые приходят к вам через ваше окружение. Скидка, возврат долга, перевод от друга, выигрыш в общем чате, ваша доля в совместной покупке, которую наконец-то вернули. Солнце и Меркурий встречаются в Тельце в вашем 11-м доме. Телец – это наличные, карта, счет в банке, это материальные блага. Меркурий отвечает за коммуникацию, гаджеты, сообщения, звонок, уведомления. Солнце дает само событие. Складывается ситуация, когда 14 мая вы смотрите в телефон и видите уведомления о зачислении, или вам звонят и говорят: я скинул деньги, проверь. Вы идете на встречу с друзьями, там решается денежный вопрос, и вы уходите с деньгами. В общем, тут вы будете в плюсе, да, какие-то деньги вам будут приходить. Изюминка этого дня в том, что сумма будет связана с каким-то коллективным мероприятием, с каким-то проектом, поездкой, которую вы раньше обсуждали. Вы получаете свою долю от общего дела, от совместной продажи, от распределения прибыли между коллективом. Может быть, премия на весь коллектив, вы что-то, проект какой-то большой закрыли, и класс, там вам выплачивают. Еще 14 мая вы можете узнать информацию, которая поможет вам сэкономить или заработать через знакомых. Вам напишет какой-то человек, который предложит вам работу. Вас могут добавить в чат, где обсуждается выгодная закупка, получите ссылку на акцию, которой можно воспользоваться. Все это будет происходить через друзей, коллег и подписчиков. Если у вас есть свой бизнес, вы работаете с людьми, то 14 мая поступит оплата от клиента, который пришел по рекомендации.
деньги, которые приходят через сарафанное радио. И вы поймете, вот оно, мое окружение работает на меня. Или ваши друзья, знакомые порекомендуют вас. Ко мне так очень много людей приходят. Я в прошлом году запустила личные консультации в PDF-формате. И сколько людей приходят мне от моих клиентов, я просто в шоке, которые там даже не просто приходят, те, кто у меня делают разбор натальной карты или соляра, они сразу же оплачивают, заказывают подругам, друзьям, родственникам делают подарок. Вообще очень приятно, спасибо вам за доверие. И если вы впервые на моем канале, то я делаю астрологические разборы личные. Я не знаю, сколько это еще продлится. Пока что это стоит 70 евро. Цену я в любом случае поднимать буду. Очень много энергии, очень много полезной информации я даю. Времени у меня уходит много, загруженность у меня высокая, помимо Ютуба. Я еще телеграм-канал веду, плюс все эти прогнозы личные. Поэтому пишите, если хотели разобраться в себе именно сейчас, пока у меня еще консультации есть. Пишите на электронную почту, телеграм, инстаграм, есть в описании канала все ссылки, в самом низу описания канала все есть. 17 мая Меркурий переходит в Близнецы, ваш 12-й дом гороскопа. Уходит из вашего 11-го, а 12-й дом – это уже зона тишины, уединения, скрытых процессов, каких-то изолированных мест, тайной информации. Весь май до этого вы были на виду, вы общались, вы были в компаниях, вы решали коллективные вопросы, получали деньги через окружение. И теперь Меркурий уводит вас в тень. Вы физически почувствуете, что разговоров станет меньше, телефон замолкает, вам захочется выключить уведомления и побыть просто одному. Складывается ситуация, что 17 мая, вблизи этой даты, после 17 мая, вы сами примете решение снизить социальную активность или обстоятельства сложатся так, что вы вынужденно выпадаете из общего потока. Может быть, вы захотите взять отпуск, больничный, уехать куда-то, просто отдохнуть, восстановиться. Может быть, у вас в этот период простуда, слабость, аллергия какая-то, нужно будет отлежаться. Или вы уезжаете в место, где плохая связь, и вас никто не достает, не дергает. Вы будете сознательно уходить в тень, просто организм потребует тишины и уединения. Меркурий в 12 доме – это не отсутствие новостей, а новости, которые приходят скрытно. Вам могут написать в личные сообщения то, что не для чужих глаз, там позвонить, рассказать какую-то тайну, какой-то секрет вы узнаете, расскажут то, что нельзя говорить при всех. Вы можете случайно услышать разговор чей-то или увидеть документ, который не предназначался для вас, и эта информация будет касаться денег или здоровья вашего или кого-то из ваших близких. Еще 17 мая проиграется через поездку, может быть, к врачу на обследование, сдаете анализы, проходите какую-то косметологическую процедуру, там, записываетесь на массаж, не знаю, там, на блефаропластику, на коррекцию зрения, в стоматологию. Меркурий – это движение, 12-й дом связан с изолированными местами, поэтому вы можете поехать туда, где тихо, где вы решаете какие-то вопросы, которые давно откладывали, где вы отдыхаете, занимаетесь собой. Прекрасное время еще для работы с психологом, астрологом, если вы хотели, вообще супер, с тарологом. Еще один момент, 12-й дом – это дом тайных врагов и скрытых недоброжелателей, поэтому Меркурий может принести информацию о том, кто о вас говорит за спиной, может быть, на работе. Вы узнаете это не через прямой конфликт, а через случайную фразу, пересланное сообщение или оговорку. Не спешите разбираться, просто примите к сведению, эта информация вам пригодится позже. Я пропустила еще одну важную дату. 16 мая происходит новолуние в Тельце, в вашем 11 доме гороскопа. Луна – ваша планета-управитель, для вас это важный транзит. Вы чувствуете полнолуние и новолуние сильнее других знаков. В Тельце новолуние чувствует себя максимально комфортно и получает мощный заряд от Солнца. Итак, происходит это в секторе коллективных финансов, социальных связей, всего, что приходит к вам через других людей, через друзей, знакомых. Все, что вы начинаете с 16 мая с участием хотя бы еще одного человека, получит материальное воплощение в ближайшие полгода. К примеру, вы решили сделать коллаборацию, вы решили начать бизнес с подругой или с другом. Что-то новое вы запускаете вместе с кем-то, какой-то проект, то это будет иметь финансовую подоплеку, и вы получите выгоду от этого.
Может быть, 16 мая, вблизи 16 мая, новолуние действует около 2 недель, вы получите звонок, сообщение, которое запустит цепочку событий, ведущих к деньгам. Не лотерея, не подарок судьбы, а конкретное предложение от конкретного человека из вашего окружения. Может, вам предложат подработку, или подруга ушла на новую работу, звонит, говорит, переходи к нам, тут лучше. Или там есть такая-то, такая-то идея, давай поучаствуем в каком-то проекте, конкурсе, может быть, давай поедем там на какое-то соревнование. К примеру, вы занимаетесь там маникюром, вы пишете картины, и там какой-то проводят конкурс, вы записываетесь на участие вместе с другом, коллективом. Или вам предлагают войти в долю, там возвращают долг. В любом случае разговор будет про деньги, и эта сумма упадет вам на карту в этот же день или станет началом регулярного поступления в будущем. А может быть, вы начинаете блог наконец-то, или у вас наконец-то подключилась монетизация, 11 том это аудитория, это деньги от массы людей. То есть, может быть, наконец-то вы начинаете зарабатывать на своем блоге, на рекламе. Вообще супер. Если вы начнете по новолунию вести соцсети, это даст вам деньги в будущем. Телец – это знак накопления, 11 дом коллективного бюджета, и соединяясь в новолуние, они дают шанс стать частью чего-то общего, что принесет лично вам материальную выгоду. Новолуние в 11 доме включает у вас способность притягивать деньги через правильные знакомства. Вы должны озвучивать свое желание вслух в присутствии другого человека в этот период. Не в своей голове, не в дневнике, а в разговоре с кем-то. Может быть, там будете в окружении, можете сказать, ой, я хочу найти способ заработать больше, или я ищу подработку, или я бы хотела лучше работу, мне нужно столько-то денег на то-то, я мечтаю об этом. Проговаривайте в эти 2 недели среди окружения своего ваши финансовые желания. Именно в этот период ваши слова запустят механизм. Человек, которому вы это скажете, или сам станет проводником денег вам, или вспомнит о вас, когда появится хорошая возможность. Проверьте, это работает именно для вас в это новолуние. Еще новолуние может принести вам новое знакомство, нового друга, подругу, коллегу новую. Может быть, вы входите в новый коллектив, вас добавляют в чат, приглашают на встречу, знакомят на работе с коллективом. Может быть, знакомство, не знаю, которое сначала покажется обычным, а позже будет судьбоносным в плане денег. Обращайте внимание, запоминайте имена, контакты, с которыми вы знакомитесь в ближайшие 2 недели после 16 мая. Через полгода этот человек может иметь прямое отношение к вашему доходу. Если вам интересен прогноз на другие месяца, июнь, июль, август, я полностью на весь год, на каждый месяц 2026 года делала прогноз для каждого знака отдельно. И в описании под этим видео я оставлю ссылку на плейлист для всех 12 знаков на 12 месяцев. Можете перейти и посмотреть прогноз, что вас ждет в 2026 году. И также плейлист на прогноз по Урану в Близнецах для каждого знака. Переходите, смотрите, что вас ждет в ближайшие 7 лет, и в комментариях у предыдущего знака читайте, как у них это проигралось. 18 мая тишина вашего 12 дома может взорваться неожиданной новостью, потому что Меркурий встречается с Ураном в вашем секторе тайн, уединения, изолированных мест и скрытых процессов. Уран – это молния, это то, чего вы не ждали, и эта молния ударит именно в ту сферу, которую вы считали закрытой, решенной или спрятанной от посторонних глаз. Может быть, узнают вашу тайну какую-то. К примеру, вы там общались с кем-то, начали отношения, не рассказывали о них, а многие уже знают или узнают случайно. Может быть ситуация, когда вы получите звонок, сообщение, уведомление, которое переворачивает ваше представление о чем-то, о ком-то, да, что-то скрытное, тайное. Еще, может быть, вы получите результат анализов, которые вы ждали. Могут оказаться неожиданными, к примеру, неожиданная беременность, незапланированная. То, что вы не предполагали. Может быть информация о человеке, который находится в другой стране, вдалеке, или вы на расстоянии. Вы узнаете то, что вас удивит от этого человека. Может быть скрывшаяся тайна, вы случайно увидите переписку, услышите обрывок разговора, получите анонимное сообщение, и оно прольет свет на то, что от вас скрывали.
Уран в 12 доме – это аспект освобождения от страхов и, в принципе, завершения. Может закончиться какая-то важная глава в вашей жизни. Заканчиваются отношения, заканчивается жизнь в определенном месте, там, к примеру, в эмиграции, вы уезжаете оттуда, или вы жили в одном городе, переезжаете в другой. Именно 18 мая вы можете получить ту самую новость, которую боялись, но когда она придет, вы поймете, что боялись вы напрасно, и какой-то груз с плеч спал. Страх может быть страшнее реальности. Вы выдохнете. Еще можете узнать что-то, что заставит вас резко изменить свои планы, но эти изменения в итоге приведут вас к улучшению. Уран не разрушает просто так, он расчищает место для нового, он обновляет. И 18 мая он будет, 18 мая, несколько дней до после, он будет расчищать место, где хранятся ваши самые глубокие переживания. А может, вы пойдете, прыгнете с парашютом, это самый, который был большой страх ваш, и вы все, избавитесь от него. То есть, может быть, и так Уран повернется. Будьте готовы, что привычная картина мира может треснуть, но в эту трещину войдет свет и новое начало. Начало чего-то классного, перспективного, обновленного, как это любит Уран. В этот же день Марс переходит в знак Телец, ваш 11-й дом гороскопа. Мы помним, что там уже и новолуние, и Меркурий туда перешел. А Марс – это действие, это энергия, это напор. С 18 мая вы перестаете просто обсуждать коллективные финансы и начинаете активно действовать. Сами организуете общую закупку, сбор денег, совместное дело, подталкиваете к этому других. Марс дает вам роль двигателя. Вы будете тем, кто скажет: так, все, хватит болтать, давайте скидываться, я посчитаю, я закажу, я договорюсь, я сделаю. И вы реально будете действовать в этом направлении. Будьте осторожны, потому что в коллективе могут быть ссоры, скандалы за деньги, из-за финансов. Можете поссориться с подругой или другом из-за денег, тоже будьте осторожны. Еще может быть какая-то импульсивная покупка. Увидели что-то в чате, кто-то что-то продает по хорошей цене, сразу перевели деньги, или сами выставили что-то на продажу среди знакомых и быстро получили оплату, продали. Марс в Тельце в 11 доме ускоряет денежные потоки между людьми. Ваша энергия сейчас направлена на то, чтобы через окружение приумножить свои финансы. Действуйте, Уран вам дает шанс, Марс дает вам силу. Через друга, знакомого, подругу, бывшую коллегу вы можете найти новую работу, подработок, новый источник дохода, получить финансы. Май для этого супер месяц. 19 мая Венера переходит в знак Рак, ваш первый дом гороскопа, и пробудет там до 13 июня. Венера – планета любви, денег, комфорта и красоты. Сфера, в которую она переходит, всегда приходит больше гармонии. Она переходит в ваш знак Раки, ваш первый дом гороскопа. Это лично вы, ваше тело, ваша подача, ваша самооценка. Это документы на ваше имя, это ваша инициатива. Почти целый месяц вы становитесь магнитом для денег, внимания, подарков и хорошего отношения к себе. Вы можете изменить свою внешность не ради кого-то, а ради собственного удовольствия, сменить прическу, купить новую вещь, обновить свой уход. Может быть поход к косметологу, на маникюр, на массаж, в какой-то красивый дорогой ресторан. Самое главное, что вам это будет в удовольствие. Вы не будете сомневаться, стоит ли тратить или нет. Венера в первом доме убирает внутреннего критика. Вы будете себе нравиться, и это будет заметно окружающим. Может быть, вы сядете на диету, откажетесь от сладкого, не знаю, сделайте какую-то косметологическую процедуру, операцию. Будет больше комплиментов, чем обычно. Принимайте, потому что вы это заслужили. В этот период вообще супер. И Венера в вашем знаке будет притягивать финансы через ваше личное обаяние и правильные знакомства. Вам могут сделать подарок, угостить, предложить скидку просто потому, что вы понравились человеку. Могут оплатить за вас поездку, вернуть вам долг без напоминаний, могут выплатить на работе премию, дать какой-то бонус, потому что вы создаете приятную атмосферу вокруг себя. Месяц, когда деньги приходят к вам через симпатию и расположение людей. Используйте это, ходите на встречи, общайтесь, будьте на виду. Ваше лицо сейчас – ваш главный актив. Если вы одиноки, с 19 мая по 13 июня высока вероятность знакомства, причем человек появится
не через сайт там или интернет, а в реальной жизни. Можете познакомиться в кафе, ресторане, магазине, через общих друзей, просто на улице. На вас обратят внимание, потому что вы будете светиться. И эти отношения могут потом перерасти в нечто серьезное, потому что рак – это знак семьи и глубоких чувств и эмоций. Не отмахивайтесь от знаков внимания, давайте шанс, если для вас это актуально. Если вы в паре, Венера в первом доме смягчит напряжение, которое могло копиться. Вы станете нежнее, теплее, партнер это почувствует. Хорошее время, чтобы напомнить о себе, устроить какой-то романтический ужин, поехать в совместный отдых, получить подарок от партнера, приятный сюрприз, финансовую поддержку. Еще Венера в раке может принести вам новость о беременности или усилить желание завести ребенка. Если вы планировали, этот месяц дает поддержку. Венера в вашем знаке может дать вам комфортное жилье, переезд, к примеру, из квартиры в дом или в более какой-то престижный район. Больше комфорта у вас будет в общении с близкими, с семьей, и больше комфорта у вас будет в вашей жизни, в вашем доме, в вашем пространстве. Если ваша работа связана с недвижимостью или вы работаете из дома, то это очень благоприятный период, и Венера вам здесь поможет. 21 мая Солнце переходит в знак Близнецы, ваш 12-й дом гороскопа. Вы уходите в тень, ваша активность снижается, больше времени будете проводить наедине с собой, заниматься здоровьем, какими-то скрытыми делами, уединенной работой. Возможно, начнете работать из дома или начнете свой творческий проект какой-то. Это время накопления ресурса перед вашим личным Новым годом. В этот период вы получите важную информацию, которая была от вас скрыта, и она поможет вам закрыть какой-то финансовый или личный вопрос. Используйте этот месяц для творческого прорыва, для работы в уединении, для восстановления, медитации, ретрита, отдыха, отпуска, чтобы замедлиться и услышать себя. То, что вы заложите в тишине до конца июня, потом очень громко может выстрелить и очень публично. К примеру, вы сейчас тайне работаете над какой-то картиной, пишете ее, а потом заявите о ней, опубликуете, или видео, которое вы сейчас готовите, монтируете, потом опубликуете, наберете очень много откликов. Это сейчас ваше время какой-то уединенной работы. Не разбрасывайтесь на какие-то встречи, которые вам не интересны, не нужны, не ломайте себя. Если вы не хотите выходить в люди, если вы хотите больше времени проводить в тишине, в одиночестве или просто отдохнуть, то самое лучшее время, чтобы взять паузу, с 21 мая. А уже 22 числа Солнце соединится с Ураном. До этого соединялся Меркурий, сейчас соединится Солнце. И вы получите какое-то внезапное известие, которое завершит вашу скрытую проблему или вопрос, который вы никак не могли закрыть, наконец-то решится. Может решиться еще тайный конфликт. И одновременно к вам будут приходить финансы из неожиданного источника, связанного с поездкой, с иностранцами или обучением. Проводником выступает какая-то женщина или вы сами, ваша знакомая. Проверяйте уведомления, почту во второй половине дня, 22 мая, в принципе, эти дни. Уран и Венера в этот день будут работать в паре. Мало того, что там соединение происходит, еще Венера будет делать благоприятный аспект. Супер время. Уран освобождает, Венера наполняет. Не пропускайте эту возможность. Тем более, что будет связка еще и эмиграции, дальних земель. Если вы находитесь в эмиграции, то это возможность через какую-то женщину решить свой вопрос. Могут быть поступления из-за границы от иностранцев, юридические какие-то процедуры. Может быть сотрудничество с международной компанией. 22 мая вы можете получить перевод из-за рубежа, гонорар за консультацию или обучение, возврат за билеты, визу, компенсацию расходов, связанных с поездкой. Источник денег будет очень нестандартным для вас. Не зарплата, а что-то разовое, но очень приятное. Уран в 12 доме может вам принести какой-то неожиданный финал скрытого процесса. Может быть письмо из налоговой в районе 22 мая с решением в вашу пользу, с возвратом налогов, выплата страховой, или может быть уведомление о закрытии больничного листа или окончании лечения. Также может быть звонок от человека, с которым вы были в ссоре или в негласном конфликте, и он вдруг скажет, что поставил точку, забыл обиды. Завершение будет резким, как щелчок выключателя. Вы даже не успеете подготовиться к этому. Но зато после этого почувствуете, как с плеч упал груз, который вы носили, сами того не замечая.
31 мая происходит второе полнолуние месяца в Стрельце в вашем шестом доме гороскопа. Оно замыкает месяц на теме вашего ежедневного графика, ваших ежедневных обязанностей, работы, здоровья, режима, долгов и все, что требует от вас дисциплины и сил. Стрелец в шестом доме добавляет сюда дальние поездки, юридические документы, обучение иностранцев и все, что расширяет ваши профессиональные или бытовые границы. Полнолуние завершает и подводит итог. И 31 мая в районе этой даты вы получите результат по тому, что тянулось в этих сферах последние 2 недели или даже месяцы. Складывается ситуация, когда именно в конце мая вы закрываете рабочий вопрос, связанный с документами, поездкой, обучением. Может быть увольнение, завершение работы в одном месте, переход на другую, подписание акта выполнения работ, получение расчета по проекту, который велся с иностранными заказчиками или в другом городе. Может быть завершение командировки, возвращение из поездки, связанной с работой или с лечением, сдача экзамена, получение сертификата, закрытие учебного какого-то модуля. Может, вы делали повышение квалификации, наконец-то получите там какой-то диплом или сертификат об этом, бумагу какую-то на руки, подтверждающую результат. В теме здоровья полнолуние в шестом доме в Стрельце дает завершение обследования или лечения, которое проходило в другом городе или у иностранного специалиста, международной клиники какой-то. Вы получаете окончательный диагноз, рекомендации и закрываете больничный лист. Стрелец – это еще и правовые вопросы, поэтому 31 мая может прийти решение по страховой, по выплате за лечение, по оформлению медицинских документов для поездки или работы. Вы ставите точку в том, что касалось вашего тела, ваших обязанностей перед системой здравоохранения. Это может быть предложение из-за границы, там через знакомого, друзей, или вы сами, если вы искали работу где-то за границей, можете ее найти контракт, подписать его в ближайшие 2 недели и поехать на заработки куда-то в другую страну. Полнолуние в Стрельце замыкает ось дом карьера, дом здоровья. И для многих из вас решится вопрос, оставаться в текущем режиме работы и месте жительства или менять. Получите финальное предложение или известие, которое поставит перед вами выбор. То есть, если вы искали работу, вы ее в ближайшие 2 недели после 31 мая найдете. Но выбор может быть не между плохим и хорошим, а между старым и новым. Ваша задача не цепляться за привычную рутину, если она уже не дает вам ни денег, ни стабильности. Стрелец открывает новые горизонты. Смотрите дальше своего стола, скажем так, дальше своего дома, открывайте новые горизонты. Там за пределами привычного круга уже формируется новый источник дохода для вас. Если вы не планируете увольняться, менять работу, то в любом случае в вашем учреждении, где вы работаете, если это госструктуры или просто в найме вы работаете, перемены будут. Может быть увольнение коллег, может быть новое начальство, смена графика, открытие нового филиала, перемены на работе у вашей однозначно будут. Все, что завершится после 31 мая, освободит вам время и силы для нового профессионального рывка уже в июне. Если что-то уходит, не бойтесь отпускать. Ваш шестой дом сейчас расчищается, чтобы вы могли работать по-новому. Если вы работаете на себя, у вас есть какие-то подчиненные, то могут быть увольнения и завершение сотрудничества с ними. Пока я вас об этом не прошу, вы это не делаете, поэтому озвучиваю. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, поддерживайте канал, чтобы я была все время вдохновленной и замотивированной делать для вас прогнозы на каждый месяц. Спасибо вам за просмотр и желаю вам удачного и счастливого месяца, дорогие раки!